Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер, и сегодня у нас будут новости Biswap. Что у нас тут произошло, как обстоят у меня дела, ну и так по мелочи. Сегодня у нас очень важная дата. Сегодня заканчивается кулдаун, то есть, как вы знаете, числа 12, если я не ошибаюсь, разработчики игры ввели ограничение, суть которого это что? После того, как вы в игре, вот в этом разделе нажимаете кнопку создать игрока за $30, да, вы раньше могли его спокойно продать, а 12 числа они ввели запрет, мораторий, 7-дневный локдаун этого игрока. Получается, вы 7 дней не могли его ни продать на рынке, ни передать на какой-либо другой адрес, даже свой собственный, ну, на другой аккаунт. Нельзя было ни продавать, ни перемещать их. И вот сегодня этот локдаун должен быть закончен. И если мы зайдем на рынок, то пока что вот, в принципе, как определить, какой давности игрок? Это видно, в принципе, по номеру. Вот сейчас мы видим старых игроков, ну, очень старых игроков на самом деле, потому что новые игроки, то есть самый последний номер, который можно купить на сегодня, должен начинаться примерно на 149 тысяч. Это вот до введения локдауна были последние номера, 149 тысяч примерно. А мы сейчас видим игроков вот 176 тысяч. Вот зайти, допустим, если сейчас в мой аккаунт, у меня здесь самый, наверное, молодой игрок, вот 130 тысяч, 131 тысяч, но это при том, что ему уже пару недель. Ну, неделька другая, вот 133 тысячи. Это вот относительно свежие игроки, которые были примерно за неделю до локдауна, там, или за пару дней. Сейчас меня не забанят это видео за слово локдаун. В общем, пока что новых игроков нету на рынке. Но, если я не ошибаюсь, в 12 по UTC, это в 3 часа по Москве и в 2 часа по Киеву, ну, должны уже начать поступать новые игроки. Ну, пока это видео выйдет, они уже, по идее, должны поступить. Как посмотреть точную дату создания игрока? Вот, например, возьмем... Это мой игрок, мой самый старый игрок в игре. У него номер 2000, то есть он был создан, ну, в первый день начала игры или как-то так. Вот нажимаете здесь на глазик, и вот здесь есть пункт Birthday Date. Дата рождения 18 декабря. То есть это вот самый старый мой игрок. Так, и вот, допустим, 3000, игрок тоже мой второй самый старый, если мы нажмем, это тоже все было создано в один день, 18 декабря. В чем как бы суть? Кто, может, не знает, я мало об этом говорил на канале, что у игроков после 45-го дня с момента их создания, то есть в данном случае начиная после 18 декабря, 18 декабря плюс месяц это 18 января и плюс 10 дней 28 января и еще плюс 5 дней, да, получилось 45. Это у нас получается, ну, в первых числах февраля у этого игрока начнется старение. Как этот процесс будет происходить? То есть это касается всех игроков в зависимости от даты их создания. Через 45 дней в игре, после каждой игры, их SE энергия, вот это вот 700, 800, там 1000, там вот 2000, на 46-й день после каждой игры на 1% будет уменьшаться их энергия. И то есть либо вы будете их прокачивать. Есть 3 варианта, да, пополнения SE энергии. На канале, собственно говоря, есть отдельное видео. Есть вот это прекрасное отдельное видео, где у нас тут прекрасная картиночка, превьюшка, которую я рисовал. Там расписано, показано все по поводу SE энергии. Ну, вкратце, есть 3 способа. Первое, вы прокачиваете SE энергии, торгуя на рынке. Вот здесь вот торгуя на обменнике, делая оборот, либо продавая, покупая NFT-шки. Ну, вот на вот этом рынке. Только покупать надо вот этих поличейн монстриков. Там на 1% комиссия будет меньше, выгоднее их продавать. Да. Либо же третий способ, вы просто добавляете себе нового игрока, чтобы продолжить играть в ту же игру. Допустим, у вас было вот 3 игрока, вот у меня где 3 игрока по 1000. Вот 3 игрока по 1000, я их отправляю, допустим, в игру номер 3. То есть на 3000 SE энергии. Они вот у меня сходили на 45-й день, да, а через 2 дня, когда у них обновится энергия, у них уже, допустим, отымется 1%. Будет не 3000, а будет 2970. Да, так получается. Я, получается, уже не попадаю на 3-ю. И нужно будет либо докачать им 30 SE энергии, ну, либо их как-то перераспределять, да, я, получается, с ими смогу сходить всего лишь на 1-2000 игру, потому что у двоих будет меньше, чем 2000, и игра потянет их всех троих. Либо по-новому комбинировать, то есть брать вот этих вот 2, у которых будет уже там по 990 энергии, добавлять им
третьего игрока, у которого будет там 1100 энергии, чтобы опять в сумме у них было, вот этого, например, добавить, чтобы опять у них в сумме было 3000. Опять же, либо докачать, либо как-то по-новому их перераспределить. Так, ну, надеюсь, с этим понятно. Также напоминаю, что только до конца этого месяца будут действовать контракты ценой 1 день $1. Ну, сейчас даже со скидкой минус 15% идет скидка на 60-дневный контракт, то есть за $51 можно купить контракт на 60 дней, что я, собственно говоря, и буду делать для всех игроков, ну, которые впишутся, ну, вот, кроме вот этих, кстати, троих, да, у них контракты были куплены по незнанию на тот момент на 60 дней, и они, в общем-то, не успеют закончиться до конца этого месяца. Ну, а все остальные у меня контракты закончатся раньше, ну, опять же, кроме этого. То есть 4 игрока у меня вроде как всего имеют такие вот длинные контракты. А остальные все закончатся в этом месяце, и я смогу на них купить дешевые контракты по $1, ну даже дешевле. Ну, наверное, стоит напомнить, что сам Biswap прошел проверку Certica, имеет, ну, очень хороший рейтинг. В принципе, можете тут на сайте Certica в разделе Project найти Biswap и полистать. В общем-то, они их проверили, с ними, по идее, все в порядке. Также, в принципе, сейчас вот в разделе GitHub есть у них подготовка к проверке самой игры. Это у нас раздел Squid NFT, то есть сама игра. И она тоже, по идее, в скором времени должна пройти проверку Certic. Ну и все с игрой, в общем-то, в целом даже хорошо. Так, последний, 16 числа я играл, у меня была самая паскудная игра. Я просто проиграл во всех практически самых жирных играх. Я проиграл 5-ю игру, я проиграл 6-ю игру, я проиграл 7-ю игру. Короче, вообще был неудачный день. Вместо того, чтобы заработать там $200 в день, я заработал аж целых $64 в день. Ну, что, мне добавилась только вот эта вот команда игроков. Ну, первого уровня. У меня они там лежали. Где же это было? Вот эти вот игроки. Я их пустил в игру. Думаю, что они стоят? Они как бы тоже спокойно себя отыграют. Сколько же они заработают? То есть первые игроки вот до конца этого месяца, пока вы можете купить контракт по $1, они выгодные. Смотрите, вот буквально как получается у нас. Если здесь идет в таблице расчет 2 игрока на месяц, это все равно же то же самое, что 4 игрока на 15 дней. Вот по этой табличке можно вот ориентироваться. То есть доход у меня за 30 дней, поскольку у меня игроков 4, а не 2, будут $198, затраты на контракты 97. Короче, математика точно так же. То есть они принесут $100 прибыли сверху, ну там за вычетом стоимости самой игры. Ну вот чистыми должно быть примерно $67. Ну почему бы не сыграть, пока возможность есть, можно и сыграть. Конечно же, лучше потратить не $15 на контракт игрока с 800 там или там 400 энергии. Лучше потратить, конечно, этот контракт на игрока более дорогого. Ну, если у вас есть деньги. У меня просто игроки были, денег там на покупку новых игроков сейчас нет. Я жду, пока уже закончатся их контракты, буду уже покупать именно контракты. Мне нужно будет сделать реинвест, купить на заработанные деньги контракты. То есть там приличная сумма получается за косарь баксов. Косарь баксов нужно будет примерно на контракты потратить на всех игроков. Ну, так нужно сделать, потому что я буду покупать максимально длинный контракт на 60 дней на всех игроков, у которых закончатся они в этом месяце. Ну, чтобы было дешевле. А потом в следующих 2 месяца я буду чисто получать прибыль уже без заморочек с контрактами. Поскольку я игроков покупал своих-то частями. Где тут мои игроки? Давайте в самый низ прокрутим. Вот мои игроки. Вот даты покупок. Как видите, у меня основная масса игроков. Вот эта вот часть, самые жирные, дорогие, были куплены, ну, буквально в конце года, ну, за 2 недели. Они покупались у меня частями, то есть вначале я начал 23 числа, 23-25 у меня было всего лишь вот 3 игрока по 1000 и 2 по 400. Потом через неделю я купил всего лишь вот еще там 3 игроков. И спустя еще практически неделю я уже купил вот основную массу. Закинул денежку, $1000 дополнительно. И вот накупил вот этих игроков. Вот, собственно говоря, их там базовая цена была. Ну и, естественно, на них нужно было покупать, ну, контракты. Ну, на новых игроков, ведь у кого контракты 15 дней, вот тех я уже покупал с сознанием и пониманием всех механик вот этих игры, с контрактами, с особенностями, всем основным. Вначале, естественно, как только игра запустилась, я еще этого не понимал. И потому были сделаны, да, вот ошибки, как будто как купленные
контракты на 60 дней для игроков по 1000. Но на тот момент это тоже было правильно, потому что это было самое выгодное. Контракт на 60 имеет большую скидку в 15%, и то есть его покупка была оправдана и стоила там $51. Потому на них купились большие контракты. И на тот момент не было еще объявлено, что до конца января будут действовать контракты на $1 за день, а дальше будет цена расти до $1.60 за день. То есть этой информации тогда не было, потому на тот момент это было правильное решение. Что еще интересного? Есть статистика. На данный момент в эту игру играет всего лишь 16 тысяч игроков примерно. Но они тут пишут статистику 15, но это было несколько дней назад, то есть уже примерно 16 тысяч игроков. И 98 тысяч игр сыграно. Ну, опять же, цифра уже не 129 игроков тысяч создана, на данный момент уже цифра около 150 тысяч. 150 тысяч примерно игроков создано на данный момент. Из интересного еще, Staff Game. Staff Game должен быть запущен вот в этом году уже. Точных дат пока что нет. Ну и BSWAP в скором времени, до 28 января, да, по идее, должен запустить фералку, которая будет считаться и от обмена. То есть на данный момент она, по-моему, только от стейкинга. И в чем еще, есть большой потенциал BSWAP, потому что по ихнему roadmap у них еще не было вложений и затрат на маркетинг. То есть все сейчас происходит без особой рекламы. Ну и когда запустится реклама полномасштабно на все бабки, как говорится, тогда популярность BSWAP скаканет, сделает существенный шаг вперед, и, возможно, это отразится на курсе. В общем, есть у них такой вот отдельно BSWAP Strategic Planning на первый квартал, там на первый и второй квартал, по-моему, 2022 года, то есть на полугодие. Он расписан, то есть я его детально почитаю и вам потом расскажу, что тут еще есть интересного. Кстати, не показал вам. Мой процент победы упал сейчас до 79 после вчерашней игры. У меня он держался в районе 84. Это был, в принципе, нормальный, хороший процент. Но после неудачного дня он упал до 79. И сегодня, я надеюсь, все-таки хотя бы разок. А то у меня, вот видите, как последний раз это было 8 числа, да, что у меня вот прям все команды сыграли в плюс, а потом уже 1, 2, 3, в общем 4 последних дня игры у меня всегда были какие-то фейлы, и фейлы довольно-таки весомые. Вот 6-я игра, 7-я игра, а тут прям вообще аж 3 игры зафейлилось. Надеюсь, сегодня сыграю, как говорится, на все бабки и заработаю своих там $200. Напоминаю, что реферальная ссылка, которая поможет вам заработать на 1,5-3% больше, находится в этом файлике в закреплении. Файлик называется «Выбираем правильное SSD NVMe». Ссылка на него есть в описании. Еще я разделил информацию по поводу NFT игры на 2 закладки. То есть есть NFT Squidworld, там где идет чисто игровая таблица, и дальше вся таблица BSWAP Game, там где идут все расчеты, все полезные ссылки. На этом все, в общем-то, удачи вам, высокого процента побед и до скорых встреч.